Когда была маленькая, я думала, не дай бог в жизни в своей когда-то увидеть какую-нибудь катастрофу. Страшное осознание, что ведь те люди, которые летели в самолете, они даже не знали, наверное, что существует такая страна Украина. А у них были свои планы. Жутко видеть маленьких деток. Это очень страшно. В прошлом июле я приехала сюда, в Грабово, в Рассыпное, чтобы поговорить с очевидцами трагедии падения Боинга MH17. Я пришла в этот детский дом, Торецкий детский дом, где на тот момент находилось 16 детей. Они были очевидцами падения самолета, того, как сюда, в сад этого детского дома, упало 3 тела, одно из которых было мальчиком 15 лет. Сейчас здесь нет детей, очевидцев этого события. Директор детского дома вывезла их в Украину, в Изумрудный город. В данный момент здесь находится 2 детей и 30 человек персонала. Мы приехали, чтобы поговорить с этими людьми. Это была вторая половина дня. Я уже была дома. Первое, что я услышала, это военный самолет. Количество не знаю, но звук был знакомый, потому что я живу здесь недалеко, и мы часто на поле выходили, смотрели, когда военные самолеты бомбили так называемую 20-ю. Сам момент, вот когда звук я услышала резкий, но я, конечно, не видела, что с самолета или не с самолета был выстрел, но самолеты летали. Потом следом, где-то секунды, наверное, разницы, может даже где-то 2, жуткий звук, сильный хлопок. Через некоторое время я, когда спряталась, не услышала звуков разрывов, хотя мы тоже их уже знали. Я поняла, что что-то нестандартное, непонятное. Поэтому, когда я поняла, что моему дому ничего не угрожает, я, естественно, прибежала сюда. Что вы увидели, когда прибежали? Когда я прибежала, первая реакция воспитателей, были все в шоке, и Татьяна Васильевна, у нас во дворе лежат трупы. Я сразу испугалась, что не дай бог где-то не поняла ситуацию, какие, кто, начала задавать вопросы. Дети были на этаже, воспитатели организовали детей, потому что дети были в шоке, они видели, как падали люди с неба. Для детей это многие были в истерике. В первую очередь мы, конечно, успокоили детей, убедились, что они в безопасности все. Воспитатели отвлекали детей, а мы, взрослые, пошли изучать ситуацию, насколько это опасно. Буквально через несколько секунд, не знаю, для меня показались это секунды, подъехали представители поселка, начали выяснять сразу, разговоры вообще невероятные пошли, потому что каждый человек предполагал что угодно, но не пассажирский самолет. Потом, например, какие были версии? Ой, и военные самолеты, и разведчик, и подбили бомбардировщик, и, в общем, военный самолет подбили. А потом, когда уже начали говорить о том, что детки лежат маленькие, и что лекарства и медицинское оборудование, мы, конечно, поняли, что это пассажирский. Так обстоятельства складывались, что у нас фактически дети были как дома, как домашние, поэтому они у нас и ходили к друзьям гулять, то есть у нас не было здесь такой закрытого учреждения. И та женщина, у которой я брала интервью, она с ними уехала, воспитательница, да? Она, побольше, я поняла, Лариса, я поняла, да. Она уехала на Украину. На Украину, да. Она уехала, просто она очень болезненно это все восприняла. Если мы наоборот, я мобилизировалась, допустим, силы собрала, и понятно, что надо выживать, надо держаться, она это не смогла сделать, и просто ей сил не хватило это все выдержать. У нас сейчас изменился устав, и сейчас в этой ситуации мы можем принимать детей, которые просто оказались в тяжелой жизненной ситуации. Мне кажется, в этой ситуации мы
просто обязаны помочь семьям, людям, детям, которым просто трудно. То есть если раньше к нам попадали дети, которые лишены родительской опеки или сироты, то есть обстоятельства так складывались, то сейчас мы готовы принимать детей, которым просто нужна социальная помощь. Например, нам сейчас трудно, нам сейчас тяжело, Да. всем и каждому. Да. Мы готовы помочь, мы готовы помогать, мы хотим помогать, но вот почему-то не складывается. Я не знаю, из каких таких обстоятельств, то ли жизнь так складывается, вот мы никак не можем найти, кому помогать. даже не то, что найти. Очень многим людям можно помочь, но почему-то вот механизм вот этот то ли не отработанный, то ли надо вот время, чтобы он заработал этот механизм, потому что для того, чтобы ребенку сюда попасть, понимаете, получается какой-то замкнутый круг. То есть какие-то судебные должны заработать механизмы, какие-то юридические должны заработать механизмы. Почему вам это важно? Первое, Да. моя семья. У меня есть пожилые родители, отец. Я не могла его бросить тут. Я не знала, я бы не смогла бы просто жить где-то, зная, что он здесь остался один. Второе, я чувствовала, что на Украине мы не нужны. Просто я понимала, что может быть сложно начинать жить с нуля. Фактически, если туда приезжаешь, это начинать жить с нуля. У нас сейчас 30 человек. 30? 30. И 2 детей? И 2 детей. Ничего себе. То есть такой огромный стоит детский дом с кучей Да. персонала Да. и всего 2 детей, которые... Вот я о чем говорю. Мы готовы работать, мы готовы принимать детей, мы готовы жить их жизнью. Может быть, это только мы чувствуем, но вы, наверное, тоже чувствуете, что после случившейся трагедии здесь очень грустно. 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 Я могу о себе сказать. Я когда была маленькая, я думала, не дай бог в жизни в своей когда-то увидеть какую-нибудь катастрофу. Потому что это очень трудно пережить. Я очень этого боялась. И, к сожалению, наверное, чего боишься, оно то и случается. Трудно. Когда вот быт немножечко закручивает, отвлекает, наверное, немножечко забываешь. Вот когда приходит время, или когда какое-то просто напоминание, даже когда разговор вот по телевидению, конечно, вспоминается страшно. И страшное осознание, что ведь те люди, которые летели в самолете, они даже не знали, наверное, что существует такая страна Украина. У них были свои планы. Жутко видеть маленьких деток. Это очень страшно. Это очень страшно, я с вами согласна. Ой, страшно. Мне жаль, что очень многие люди использовали эту трагедию в своих корыстных целях. Мне жаль людей, которые могут делать выводы только из своих каких-то убеждений, которые, может быть, им просто так легче думать. Честно сказать, Украина сбила, ДНР сбила, Россия сбила. Мне в итоге это не имеет сейчас уже для тех людей, которые погибли, никакого значения. Совершенно никакого.